В 2023 году по всему миру погибли 99 журналистов и работников медиа. Это самое большое количество смертей с 2015 года и почти на 44% больше, чем в 2022, отмечается в докладе Комитета защиты журналистов. Большинство погибших в войне Израиля и Хамас. С вами Нехта. Все самое важное и интересное на этот час. Алексей Навальный умер в колонии Ямало-Ненецкого автономного округа. Что случилось с главным врагом путинского режима? Всем занимаются всеми проверками. Украинские войска могут полностью утратить контроль над Авдеевкой. В Белом доме среди причин такого положения дел называют бездействие Конгресса США. В значительной степени это происходит потому, что у украинских войск на местах заканчиваются артиллерийские боеприпасы. Пропагандист и шеф-редактор «Спутник Литва» Марат Касем сдался латвийским спецслужбам и не собирается возвращаться в Россию. Свободу Марату Касему! Дорогие подписчики, не проходите мимо. Если вы нас смотрите сейчас, поставьте лайк этому видео. Ваша активность говорит YouTube о том, что мы вам интересны, и это очень поможет продвижению наших видео. Итак, вперед к новостям. Российский оппозиционер, один из главных противников Путина, Алексей Навальный, умер в колонии. Об этом сообщило Управление Федеральной службы исполнения наказаний Ямало-Ненецкого автономного округа. Якобы все произошло после утренней прогулки Навального в исправительной колонии. В исправительной колонии номер 3 осужденный Навальный Алексей после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного. Причины смерти устанавливаются. Российские пропагандисты уже плодят версии о том, что же произошло с Навальным. Russia Today в первые минуты после сообщения о смерти оппозиционера сообщила о оторвавшемся тромбе у Навального. Песков говорит, Путин уже в курсе, а больше деталей нет. Насколько мы знаем, сейчас в соответствии со всеми действующими правилами, всем занимаются всеми проверками, выяснением и так далее. То есть это уже каких-то не требуется поручений, потому что на этот счет есть определенный свод правил, которыми сейчас всем руководствуются. Но уже есть сведения, что тромб оторвался. Я не знаю. Должны медики как-то выяснить. В команде Навального пока тоже не особо комментируют данное событие. На момент записи выпуска было известно, что лишь несколько дней назад Навального посещали его адвокаты. По решению семьи Алексея Навального я вообще ничего не комментирую. Сейчас разбираемся. Адвокат у Алексея был в среду. Все тогда было нормально. Навального задержали в январе 2021 года в московском аэропорту. Тогда он прилетел из Берлина, где проходил лечение после отравления. В России оппозиционер осужден по ряду сфабрикованных дел, в частности, о мошенничестве, а также и по ряду других обвинений. Экстремистским сообществом признали его фонд борьбы с коррупцией, который неоднократно рассказывал о масштабах воровства российской власти. Навального засудили к 19 годам колонии особого режима. Он неоднократно жаловался на ненадлежащие условия содержания. В минувшую среду его в 27-й раз отправили в ШИЗО. Здесь у меня просто очевидная вещь. Не сдавайтесь. Не надо, нельзя сдаваться. Если это произошло, это означает, что мы необыкновенно сильны в этот момент, раз они решили меня убить. И нужно использовать эту силу. Не сдаваться. Помните о том, что мы огромная сила, которая находится под гнетом вот этих вот чуваков плохих, лишь потому что мы не можем осознать, насколько действительно мы сильны. Все, что нужно для торжества зла, это бездействие добрых людей. Поэтому бездействовать не надо. Россия не прекращает бить по городам Украины. Армия РФ в селе Черное Харьковской области убила семью, которая пыталась спастись от обстрелов. В нескольких метрах от машины упала авиабомба. Погибла семейная пара и их 17-летняя племянница. Купенский район россияне атаковали, вероятнее всего, авиабомбой. Разрушен частный дом в небольшом селе, повреждены еще несколько домов. Семья как раз пыталась уехать, но выжить никому из них не удалось.
Также российские войска продолжают обстреливать Херсон. Накануне вечером били по жилым домам, больнице, водопроводу. Всего оккупанты выпустили по городу более полусотни снарядов. Лежу в кровати, только зарево вот такое. И все классно. Все повылетало, я до детей, до жильцев. Сначала мы ж не слышали, огня не было сначала. Гарью воняло. Вышли, фонариком посветили, ничего не видно. А потом, когда уже в начале 7-го, такой треск, я в комнату забегаю, смотрю, пламя. Есть погибшие. В Донецкой области снаряды попали по жилым домам, многоэтажке, школе. Об этом, конечно же, в российском Минобороны ни слова. Жалуются лишь на то, что якобы украинские беспилотники пытались атаковать Белгородскую область, а также временно оккупированный Крым. Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территорией Белгородской области и над акваторией Черного моря. Украинские войска могут полностью потерять контроль над Авдеевкой. Об этом уже открыто говорят и в Белом доме. Обстановку в городе называют критической. А среди причин такого положения дел – бездействие Конгресса США, который таки не выделил Украине необходимой помощи. Накануне Нижняя палата Конгресса ушла на очередные каникулы до конца февраля, так ничего не решив. Авдеевка находится под угрозой перехода под контроль России. В значительной степени это происходит потому, что у украинских войск на местах заканчиваются артиллерийские боеприпасы. Россия посылает одну за другой волны призывников для атаки украинских позиций. А поскольку Конгресс США до сих пор не принял законопроект о дополнительном финансировании, мы не смогли предоставить Украине артиллерийские снаряды, в которых она нуждается, чтобы сорвать эти российские атаки. Сейчас российские войска достигли украинских окопов в Авдеевке и начинают преодолевать украинскую оборону. Цена бездействия Конгресса очень велика, и она ложится на плечи украинских солдат. Российская армия стирает город с лица земли авиабомбами. Только за минувшие сутки скинула порядка 60 штук. Кроме того, применяют фосфорные снаряды, из-за которых в городе много пожаров. В Авдеевке работает элитная 3-я штурмовая бригада ВСУ. Говорят о сотнях боевых столкновений за сутки. Вже 12 діб наші воїни, солдати, сержанти та офіцери займають смугу відповідальності всередині міста Авдіївка та проводять рейдово-ударні дії для того, щоб як і розширити логістичний коридор, так і розширити смугу відповідальності Збройних сил України безпосередньо в місті Авдіївка. Щодо маневрів, є певні етапи цих дій. Перше – це нам приходиться відходити з позиції, тому що їх просто рівняють з землею, тобто позиція зруйнована і наші військовослужбовці переходять на більш вигідні позиції для того, щоб утримувати лінію оборони. Також в деяких випадках ми не бачимо доцільності в утриманні тих чи інших позицій всередині міста і теж переходимо на більш вигідні позиції для того, щоб більш якісніше чинити опір. Путин заявил, что российский танк Т-90 «Прорыв» лучший в мире. Диктатор посетил Уралвагонзавод, где подставные рабочие не успевали петь диктатору оды за то, что он начал войну, хоть россияне и украинцы один народ. В свою очередь Путин похвалил их за успешную реконструкцию советской рухляди и отдельно за танк Т-90. Куда уж всем этим леопардам и абрамсам, ведь в выдуманном мире Путина даже Украина признала их танк лучшим. Т-90 «Прорыв» – лучший танк в мире. Без всякого преувеличения. И ребята наши говорят, танкисты. Да и противник тоже самое признает. Лучшая машина в мире. Надо ее развивать. Надо уже будет думать о новых поколениях техники. И инженеры, конструкторы знают, над чем нужно работать. И работают уже сегодня. Вот. Поэтому заказами точно все предприятия ОПК будут обеспечены. Впрочем, западные эксперты считают, не все так однозначно. Нового и качественного оружия Россия производит мало, зато советской рухляди, которую она может поставить в строй, хватит минимум на 3 года. По подсчетам аналитиков Международного института стратегических исследований в Лондоне, за время войны РФ потеряла более 3000 танков. Москва сумела разменять качество на количество, снимая с хранения тысячи старых танков со скоростью, порой достигавшей 90 машин в месяц. Накопленные Россией запасы означают, что Россия потенциально может выдержать еще около 3 лет тяжелых потерь и восполнять убыль танков из старых запасов.
пусть и на более низком техническом уровне, независимо от ее способности производить новую технику. В России насчитывается 1750 основных боевых танков, от Т-55, чей возраст исчисляется десятилетиями, до более современных Т-80 и Т-90. Еще 4000 танков находятся на хранении. На Бориса Надеждина хотят составить протокол за невозврат более 1 миллиона рублей из избирательного фонда. Кроме того, несостоявшийся оппонент Путина подал несколько исков из-за отказа ЦИК его зарегистрировать, но все их отклонили. Зато к сборщикам подписей за него начали приходить с обысками. Тем временем, как роль либерального кандидата на выборах будет играть Владислав Дованков. Предвыборные программы двух политиков похожи. В частности, Дованков выступает за мирные переговоры с Украиной, но на условиях России. Собственно говоря, две мысли по этому поводу следует иметь в виду. Первое. Конечно, это обман. Почему это обман? Потому что Дованков никогда не сможет эти обещания выполнить. Все понимают, и он в первую очередь, что президентом ему не бывать. Он даже не сможет, в отличие от Надеждина, сфокусировать на себе какое-то значимое число альтернативных голосов и, скажем, набрать 10, 12, 15, может быть, даже 20%, на что мог рассчитывать Надеждин, за что и был снят. Дело не в том, что он мог бы победить. Дело в том, что он мог бы показать, что Россия не монолитна, Россия не путинская, у России есть альтернативные ожидания, альтернативные надежды. Поэтому Надеждина убрали. У Дованкова шансов набрать значимое число процентов нет. Прежде всего потому, что он не умеет быть таким фокусом общественного мнения, каким оказался Борис Надеждин. Соответственно, все эти обещания, они останутся на бумаге. Пропагандист и шеф-редактор «Спутник Литва» Марат Касем сдался латвийским спецслужбам и не собирается возвращаться в Россию. Журналист «Новой газеты» Илья Азаров взял у Касема интервью, в котором тот рассказал, что он резко прозрел и с Россией больше ничего общего иметь не хочет. Вот что делают животворящие европейские правоохранители. Пропагандисты начинают называть вещи своими именами. Вы считаете, вот, например, в Буче в 2022 году что произошло? Я вот в том, по-моему, интервью или на латвийском телевидении я уже отвечал на этот вопрос. Да, я считаю, что произошел геноцид украинского народа со стороны российской армии. Но тут двух мнений быть не может. А кто начал войну на Украине? Вы сейчас прям как в школе. Российская Федерация. И вины США или НАТО в этом нет? Ну, слушайте, нет, конечно. Если одна армия входит на территорию другой страны, ну, не знаю, это уравнение 2 плюс 2 равно 4, не может быть 4,5. У меня нет здесь полутонов. Касема в Латвии осудили за пособничество иностранному государству и оштрафовали на 15,5 тысяч евро. Его задержали в прошлом году на границе с Россией и Латвией по подозрению в шпионаже. Вся российская пропаганда тогда подняла вой о наступлении на свободу слова и нарушении прав и свобод человека. А пропагандисты Кисельов и Бутина даже выходили на пикет к латвийскому посольству с плакатами и требовали свободы Касему. Свободу Марату Касему! Свободу Марату Касему! На этом ставлю точку. Благодарю, что были с нами. Если вы хотите получать информацию более оперативно, приглашаю присоединиться к нашей многомиллионной аудитории в Телеграме или Иксе. Поблагодарить нас за работу можете с помощью кнопки «Спасибо» под этим видео или по ссылке в описании. До новых встреч, хороших вам новостей. Слава Украине! Живе Беларусь!